Солнце только начинало свой неторопливый подъем над бескрайними просторами южноафриканской саванны. Легкий утренний туман лениво стлался по сухой траве, окрашивая пейзаж в нежные золотисто-розовые тона. Для команды егерей и ветеринаров заповедника этот день обещал быть рутинным, но важным. Предстояло выпустить на волю массивного белого носорога после планового медицинского осмотра и чипирования. Крупный самец весом около 2 тонн провел последние несколько часов под действием сильного седативного препарата и теперь находился в специальном металлическом трейлере-загоне, прицепленном к мощному пикапу Toyota Hilux. Каждая подобная процедура в дикой природе — это всегда балансирование на грани безопасности и риска. Носороги, несмотря на свой неуклюжий и громоздкий вид, обладают невероятной скоростью реакции и феноменальной силой. В условиях дикого буша, где до ближайшего госпиталя сотни километров, любая оплошность команды может стоить жизни. Поэтому в состав группы входили только самые опытные следопыты и ветеринары, за плечами которых были сотни успешных выпусков диких животных. Однако саванна не прощает самоуверенности и всегда находит способ преподнести сюрприз. Егеря, стоя на верхних бортах стального прицепа, внимательно наблюдали за поведением гиганта. Препарат уже почти полностью выветрился из организма животного, и носорог начал проявлять первые признаки активности. Сначала он лишь глухо сопел, шумно втягивая ноздрями утренний воздух, а затем стал нетерпеливо переминаться с ноги на ногу, отчего тяжелый прицеп ощутимо покачивался. В руках у одного из мужчин был длинный шест с красным наконечником. Инструмент, предназначенный для того, чтобы аккуратно направлять животное и держать его на безопасной дистанции в первые секунды после открытия вольера. «Ну что, приятель, пора домой», — негромко произнес ветеринар, убирая массивную задвижку и медленно открывая тяжелую заднюю дверь трейлера. Гигант не заставил себя долго ждать. Носорог сделал несколько уверенных шагов назад, тяжело ступая мощными копытами по деревянному настилу рампы, и, наконец, оказался на твердой земле. Свобода была всего в нескольких метрах. Первые секунды казалось, что все пройдет идеально. Огромный зверь устремил свой взгляд в сторону раскинувшихся впереди лугов и редких кустарников, словно собираясь навсегда оставить позади людей и их странные железные машины. Но внезапно что-то пошло не так. То ли остатки седативных препаратов вызвали у животного дезориентацию и резкую вспышку агрессии, то ли резкий металлический стук закрывающейся двери прицепа послужил триггером, но носорог резко остановился. Он замер на месте. Его маленькие уши нервно задергались, а массивный рог угрожающе качнулся из стороны в сторону. Земля взметнулась небольшими облаками пыли, когда зверь резко развернулся на 180 градусов, уставившись прямо на белый пикап. В его маленьких глазах, почти не способных видеть четкие детали на большом расстоянии, сейчас читался лишь один образ. Огромный, чужеродный белый силуэт железного зверя, нарушивший его покой. «Держитесь! Он идет обратно!» — закричал один из егерей, мертвой хваткой вцепляясь в стальные поручни трейлера. Носорог не просто пошел. Он пошел на таран. Вся его 2-тонная масса превратилась в единый снаряд разрушительной силы. Издав утробный яростный рев, зверь бросился вперед, целясь своим исполинским рогом прямо в боковую часть белой «Тойоты». Атмосфера утренней безмятежности мгновенно испарилась, сменившись чистым, концентрированным адреналином. Первый удар пришелся на заднее крыло и колесную арку автомобиля. Раздался оглушительный скрежет сминаемого металла и треск пластика. Массивный пикап, весящий больше 2 тонн, подлетел в воздух, словно детская игрушечная машинка, и с грохотом приземлился обратно, едва не перевернувшись. Людей, находившихся в кузове и на прицепе, швырнуло в стороны. Им стоило невероятных усилий удержаться на ногах и не вылететь под копыта разъяренного монстра.
Мужчины кричали, пытаясь отвлечь животное шестами и ударами по металлу, но эти звуки лишь еще больше злили зверя. Но носорог не собирался останавливаться на одном ударе. Вспышка чистой первобытной ярости полностью захватила его. Он методично, с ужасающей эффективностью продолжал атаковать машину. Зверь поддевал пикап своим мощным рогом снизу, буквально поднимая переднюю и боковую части внедорожника над землей. С каждым новым ударом металл кузова рвался как бумага, а подвеска автомобиля стонала под нечеловеческой нагрузкой. Сила, скрытая в шее этого травоядного гиганта, поражала воображение. Он играючи подбрасывал конструкцию, созданную для преодоления самого сурового бездорожья. Водитель пикапа, оказавшийся в ловушке внутри кабины, судорожно пытался переключить передачу и нажать на газ, чтобы увести машину из-под удара. Но тяжелый металлический трейлер, прочно сцепленный с автомобилем, сильно ограничивал маневренность. Колеса бешено вращались, выбрасывая из-под себя фонтаны сухой земли и гравия, но машина лишь беспомощно дергалась на месте. К тому же резкое движение вперед могло сбросить людей, стоявших на прицепе, прямо под ноги разъяренному зверю. Находящиеся сверху егеря могли лишь с ужасом наблюдать за происходящим, отчаянно балансируя при каждом новом толчке. Земля под колесами превратилась в сплошное месиво из пыли и вырванной с корнем сухой травы. Носорог обошел машину спереди, методично превращая капот и переднее правое крыло в груду искореженного хлама. Его мощная шея двигалась с невероятной скоростью и силой. Одним коротким движением головы он пробивал радиаторную решетку, крушил фары и вминал внутрь стальные элементы кузова. Из-под капота с характерным свистом вырвалось облако белого пара. Рог зверя пробил радиатор, и охлаждающая жидкость хлынула на раскаленный двигатель. Каждое движение животного демонстрировало абсолютное превосходство дикой природы над творениями человеческих рук. В этот момент стало окончательно ясно, что никакая броня и никакие технологии не способны защитить человека, если природа решит заявить о своих правах. Противостояние казалось вечностью, хотя на самом деле длилось чуть больше минуты. Время словно растянулось, и каждый удар отзывался глухим эхом в груди испуганных, но сохраняющих профессиональное хладнокровие людей. Сделав еще один круг около полуразрушенной машины, носорог, видимо, посчитал, что враг полностью повержен и больше не представляет угрозы. Железное чудовище затихло, окутанное паром и дымом, и больше не издавало угрожающих звуков. Зверь нанес последний, скорее предупреждающий удар в область многострадального переднего бампера и медленно отступил на несколько шагов назад. Покружив еще немного на безопасном расстоянии и тяжело шумно дыша через широкие ноздри, великан саванны развернулся и неторопливый, но гордой рысью направился вглубь своих законных владений, постепенно растворяясь в бескрайнем золотом горизонте. Когда пыль наконец улеглась, в воздухе повисла звенящая, почти осязаемая тишина, прерываемая лишь ритмичным шипением антифриза, вытекающего из пробитого радиатора, и редким металлическим пощелкиванием остывающего мотора. Егеря медленно, все еще не веря собственным глазам и до конца не осознавая, что опасность миновала, стали спускаться на землю. Ноги у многих подкашивались от пережитого шока, а пальцы, судорожно сжимавшие стальные поручни, свело судорогой. К счастью, медицинская помощь никому из людей не потребовалась. Феноменальная координация, крепкие руки и железная хватка спасли команду от падения под колеса или копыта. Однако белому пикапу повезло гораздо меньше. Вся правая сторона машины была буквально уничтожена. Двери были глубоко вдавлены внутрь кабины, крыло разорвано в клочья, подвеска деформирована так, что колеса стояли под неестественным углом, а передний защитный силовой бампер, сделанный из высокопрочной стали, был согнут и смят, словно алюминиевая пивная банка. Из разорванных шлангов на сухую траву капали технические жидкости, оставляя темные пятна на золотистой земле.
Ветеринар подошел к искореженному капоту, осторожно коснулся разорванного металла и покачал головой. Да уж, восстановлению эта «Тойота» вряд ли подлежит. Но главное, парень в порядке, чип на месте, и он вернулся домой. А железо мы новое купим. Егеря начали доставать рации, чтобы связаться с базой заповедника и вызвать эвакуатор для пострадавшей техники. Предстояло еще долго объяснять руководству, как именно новый внедорожник превратился в груду металлолома за какие-то 60 секунд. Но в голосах мужчин не было злости или обиды на животное. Напротив, в них читалось глубокое, почти благоговейное уважение к той силе, свидетелями которой они только что стали. Этот утренний инцидент стал для всей команды суровым напоминанием о том, что даже находясь под защитой современной техники, имея в арсенале лучшее оборудование и колоссальный опыт работы, человек в саванне всегда остается лишь гостем. Границы между цивилизацией и первобытным миром здесь тонки как никогда. И если этот гость хотя бы на секунду забывает об уважении к истинным хозяевам диких земель, природа способна мгновенно, безжалостно и очень доходчиво поставить его на место, напоминая, кто здесь настоящий царь.